Канада наряду с такими странами, как США или Испания, также является местом, куда многие хотели бы переехать. Связано это с тем, что здесь так же, как и в США, довольно высокий уровень жизни, а в последнее время произошло немало и других изменений, которые кого-то могут привлечь, а кого-то, напротив, оттолкнуть. К этим изменениям относится легализация марихуаны в медицинских целях. Забавно, но факт. Конечно, с одной стороны, такие изменения могут несколько пугать, а с другой они говорят о том, что страна не держит себя в каких-то определенных рамках, постоянно развивается и старается сделать жизнь максимально комфортной для своих горожан. Мы собрали более подробно информацию как о плюсах, так и о минусах жизни в Канаде, а также информацию о том, как именно можно туда эмигрировать. Ну, пожалуй, лучше начать с приятного. Канада — страна большой семерки и кленового сиропа. Жизнь ее граждан максимально комфортна и создана для людей. Средняя продолжительность жизни в Канаде составляет 82 года. Это одна из немногих стран, где старость является чуть ли не второй молодостью. По крайней мере, она здесь проходит как минимум весело. Старички не реже, чем молодежь, ходят отрываться в казино, другие модные заведения. И медицина, кстати, здесь тоже на хорошем уровне. Она довольно качественная, здесь всегда новое оборудование и высококвалифицированный персонал. Более того, медицина здесь бесплатная, точнее, услуги платные, но при наличии страховки расходы покрывает государство. Если у вас есть страховка, то беспокоиться о своем здоровье вам особо не предстоит, вы в надежных руках. Если вы работаете в компании, то, как правило, страховку покрывает работодатель. Канада — страна, где есть все возможности для создания и развития бизнеса. Но, что самое интересное, сами канадцы такой возможностью не очень пользуются. Но, наверное, это и плюс для многих приезжих иностранцев, так как у нас больше возможностей получить эту помощь от государства. Стартапы здесь очень поощряются, поэтому государство старается помогать молодым бизнесменам, а ставка по кредитам на бизнес довольно низкая. Поэтому начать зарабатывать можно уже практически с самого начала, если вы сумеете грамотно выстроить бизнес. Образование в Канаде тоже является одним из самых лучших, ничуть не хуже, чем в США или в Англии, а цены здесь гораздо ниже, чем в той же Америке. Плюс есть возможность получать гранты, которые покроют не только учебу, но и расходы за проживание. Если нет возможности получить грант, то кредиты на учебу здесь также выдаются и иностранцам, зато после выпуска из университета или даже во время учебы на последних курсах вуз обязательно поможет вам в трудоустройстве. Университет всегда заинтересован в том, чтобы найти своим же выпускникам работу, и есть даже рейтинги вузов по трудоустройству. Еще один весомый плюс, из-за которого обычно и появляется желание переехать именно сюда, это природа и возможность путешествовать. В этой сфере, кстати, и многие открывают бизнесы. Канада занимает второе место по размерам страны сразу после России, а значит, у вас есть возможность посмотреть Канаду со всех сторон. Вы можете сесть на поезд Торонто, Ванкувер и рассмотреть страну из окна поезда, и, возможно, даже увидеть медведей, лосей и других местных животных. Но, конечно, у медали две стороны. Поэтому о минусах. В Канаде достаточно холодный климат. 200 дней в году здесь идут дожди, поэтому если вы не привыкли к холодам, вы не любите холод и дождливую погоду, то не факт, что вы привыкнете к этому в Канаде, как бы вам здесь не нравилось жить. Другой момент, который на самом деле может быть как и плюсом, так и минусом, это чрезмерная толерантность. И известно, что Канада, как и США, является многокультурной страной, поэтому логично, что местные жители хорошо относятся к представителям других рас и культур. Но иногда это переходит границу, и нам кажется немножко диким. Некоторые работодатели, выбирая между сотрудником европейской внешности и, например, азиатской, нередко может выбрать именно второго, потому что боится, что его могут в дальнейшем засудить за расизм. Если вы приезжаете вместе с детьми, то будьте готовы к тому, что инфраструктура детских садов развита не так, как у нас в России. Более того, здесь есть и проблемы с детскими площадками. Их попросту очень мало. И зачастую родители даже не знают, где можно погулять со своими детьми. Зато много всяких частных школ, у которых
эта инфраструктура есть, но за это надо платить. Далее, несмотря на то, что здесь хорошие зарплаты, работа довольно тяжелая, за нее иногда приходится побороться, конкуренция высокая. И другой негативный момент — это налоги. Процент, который начинается от 15. Это еще один минус. А как мы уже говорили в самом начале, относительно недавно в стране легализовали траву, поэтому ее курят не только те, кому она показана в медицинских случаях, но и те, кто просто смог купить ее легально для личных целей. То есть вы можете идти по городу и наслаждаться прекрасным ароматом, не просто сигарет. Какие есть способы эмигрировать в Канаду? Пункт 1. Если вам до 30 лет, то вы можете поступить в университеты Канады и получить студенческую визу, ну или в колледже. Подайте заявку на обучение в Канаде в качестве иностранного студента, продлите свое разрешение на учебу, а затем вы сможете найти работу и продлить свое пребывание в стране уже по рабочим мотивам. И здесь, кстати, компания SMAPS вам в помощь. www.smaps.ru, заходите, также линк прикрепляю в описании к данному видео. Здесь есть консультанты по обучению в Канаде, как в колледжах, так и в университетах, и, конечно же, школы для детей, изучения языков и много чего интересного вам расскажут про Канаду и покажут, и даже организуют встречи с представителями из Канады. Прежде чем подать заявление на получение разрешения на учебу, вам необходимо получить письмо от высшего заведения, где вы планируете учиться. Действительный паспорт и документ, подтверждающий, что вы сможете содержать себя, пока вы находитесь в Канаде. Пункт 2. Иммиграция через Express Entry. Процесс подачи заявок для квалифицированных иммигрантов, которые хотят переехать в Канаду на постоянное место жительства и принять участие в экономике страны. Процесс подачи заявки происходит через предоставление и демонстрирование опыта работы, образования языковых навыков для каждой программы. После успешного прохождения интервью вы получите право въезда в страну с дальнейшими перспективами остаться, жить и работать в ней. Это 3 пункт — переезд в качестве квалифицированного специалиста, в котором нуждается страна. Например, если вы врач, для этого необходимо следующее: иметь подтвержденную медицинскую степень в университете, который указан в мировом справочнике медицинских школ. Подать заявку и получить право на выдачу лицензии Медицинского совета Канады. Пройти годичную аспирантуру в медицинском учреждений, получить официальную сертификацию от одной из медицинских канадских инстанций из списка учреждений, собственно говоря. Пункт 5. Широко распространено мнение, что Канада входит в топ-10 самых простых стран для начала бизнеса. Это связано с тем, что страна чрезвычайно богата природными ресурсами, имеет чрезвычайно квалифицированную рабочую силу и стабильное правительство. Если вы хотите инвестировать в свое будущее и эмигрировать в Канаду со своим деловым предприятием, у вас есть несколько вариантов: визы предпринимателя и инвестора, включая общую стартовую визовую программу и провинциальную программу номинантов. Если вы успешно подали заявление на бизнес-иммиграцию, вы и ваша семья можете переехать в Канаду вместе. Ну и, наконец, Atlantic Immigration Pilot. Программа помогает работодателям в Атлантической Канаде нанимать иностранных квалифицированных рабочих, которые хотят эмигрировать в Атлантическую Канаду, и международных выпускников, которые хотят остаться в Атлантической Канаде после окончания учебы. Существует 3 программы, на которые можно податься: Атлантическая международная аспирантура, Атлантическая высококвалифицированная программа Atlantic Intermediate Skilled. Каждая программа имеет свои требования, которым должен соответствовать кандидат. Друзья, это пока все. Если вам интересна иммиграция в Канаду, переезд в Канаду, задавайте ваши вопросы в комментариях, мы будем стараться на них отвечать. И обязательно ставьте лайк, чтобы это видео увидело больше людей, которым может быть интересен переезд. И если вы не подписались, обязательно подписывайтесь. У нас много всего интересного про разные страны, миграции, учебу за границей.